К нам вернулась теплая погода, и у меня отросла борода. И я смог таки расчистить свой гараж для того, чтобы заняться картом. Вкратце расскажу, как мы решили это делать и вообще, что мы решили делать. Потому что мы снимали видео, пытались снять видео раза 4. Первый раз мы начали снимать видео про карт перед Рождеством, в конце декабря. Мы купили мотор с Лукасом. И это было первое видео о карте. Про то, как мы распаковываем мотор. Потом у нас был большой перерыв, потому что была куча проблем с домом. И была плохая погода. И потом мы пытались записать видео, пока была плохая погода, как мы с Лукасом делаем чертежи. Но Лукас был не в себе. И мы не смогли, в общем, сделать нормальное видео. Правда. Лукас, расскажи, что мы сегодня купили? Мотор. Мотор для чего? Машины. Какой машины? Машина. Машину, которую мы будем строить с тобой. Строить. Мы И будем покрасить. и покрасить. Будем как мышонок, тот, который в книжке строил машину. Да, для этого мы купили мотор. Сейчас мы будем его распаковывать. Да? Ну давай. Так. 79 кубиков. 3 лошадиных силы. Самый раз для Лукаса. И нашей маленькой машины. Что это такое? Это какой-то ключ. Даже не знаю для чего. Потом вот, посмотрим. Сюда наливается бензин. Видишь, сюда наливается бензин. Да? Плохо пахнет бензин. А масло наливается куда? Вот с маслом наливается? Вот сюда. Да? Вот сюда наливается масло, которое тоже надо налить. Да, Лукас? В общем, мы планируем этот мотор использовать в нашем маленьком карте, который будет совсем маленький. Мы планируем построить, как это называется, бир-крейт, так называемый. То есть машинку для ящики пива. Но вообще мы, наверное, ящик пива не будем делать. А зря. Вот такой мотор. Если будет хорошая завтра погода, мы можем завтра попробовать его завести. Да, Луковка? Посмотреть, заводится он или нет. Я думаю, что он заводится. На него дали гарантию 3 месяца. Лукас, ты понимаешь слово «не вытаскивай сеточку»? Пожалуйста. А если это сломает наш мотор, ты все равно будешь смотреть? Но в любом случае из-за погоды у нас был большой перерыв в плане того, чтобы начать что-то делать. И мы решили делать так называемый бир-крейт. Типа карт размером с коробку для пива, с ящик для пива большой. Погода очень прекрасна. Какая же прекрасная погода. Лукас, ты посмотри в окно. Погода очень плохая, снег идет. Да. За окном вот такая вот ерунда. Представляете? Уже практически март. Уже думали, что все, конец зиме. Ну, уже 4 число февраля. А тут пошел снег. Ну, смотри. Ой. Смотри, какая у Ульяны шапка. Скажи нормально, скажи всем привет. 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 Что там за окном у нас? У нас снег падает. Снег падает за окном. Плохая погода, и поэтому мы решили что делать? Машинку нарисовать.
нарисовать машинку. Совершенно верно. Мам, Мы, мне кажется, 2 месяца ждали и не дождались. И наконец-то нашли время для того, чтобы сделать чертежи машинки, которые мы будем делать. ну да. Поэтому мы взяли большой лист бумаги. Сейчас будем рисовать машинку, да, Лукас? Если Ульяна, конечно, не будет нам мешать. Ульяна, ты слишком близко. Я только одну видно. Там все равно. Со своими глупостями. И жабки. Бюджет у нас изначально был, по-моему, $200. Но мы долго ждали каких-то распродаж. Мы ждали как раз перед Рождеством ждали распродажи на моторы. Пропустили одну распродажу. Была небольшая скидка. Но все равно скидка была небольшая чуть-чуть. И мы ее все равно пропустили, неважно. Купили мотор. Мотор нам обошелся почти в $100. Половина нашего бюджета. За основу мы взяли старый карт, который мы купили на Craigslist. По-моему, мы его купили за $25. И решили, что мы большую часть с него снимем, поставим туда мотор. Ну, соответственно, старый карт не имел ничего. Там это просто была рама с рулем и сиденьями. Практически брать оттуда особо нечего было, поэтому нам в любом случае надо было покупать мотор и колеса. И мы купили мотор, потом как-то так получилось не совсем удачно, что мы выбрали размер колес, который оказался очень дорогим. Мы уже купили резину, потом обнаружили, что диски этого размера достаточно дорого стоят. И, в общем, в итоге вторую половину бюджета мы потратили на покупку, только на задние колеса, по сути. Мы купили 2 диска широких и 2 широких покрышки. Вот. Из мелочевки то, что мы купили новое, это всякие цепи, шестеренки и прочее, мы потом еще сделаем, покажем видео. Но, в общем, сейчас пока всю зиму это лежало грудой, мы ничего не делали, и все упиралось в то, что надо начать делать раму. Раму мы решили, сначала мы думали, что мы просто купим трубы и сварим из них раму, сейчас мы уже решили, что зачем нам покупать трубы, если у нас есть старые рамы. Мы просто будем распиливать раму, вот это, кстати, старый карт. Старый карт распилим на части, поскольку биркрейт будет меньше по размерам, то я думаю, что нам хватит в любом случае распиленных труб. И из них сварим новую раму. Вот. Вот так. Пилить, оказывается, очень много, потому что очень много соединений. Ну, посмотрим. Попробуем, что получится. В принципе, нам нужно не так много для новой рамы. Нам нужно, по-моему, по размерам это должно быть 30... Не, рама должна быть 15-16 дюймов на 30 дюймов в длину. Практически такой квадратик. И дальше там только рулевая должна быть отдельно сваренная. Рулевую мы уже спилили со старого карта. Нужно только ее уменьшить, отпилить лишние части, сварить заново и приварить ее и сварить новую раму. Вот это то, что мы будем делать, наверное, ближайшую неделю. Ну, я еще вставлю вставлю куски того, что мы на Рождество наснимали тогда по поводу мотора. И то, что мы наснимали с Луксом, когда делали чертежи. То, что не совсем удачное видео было. Вот. Еще очень веселое, мы хотели снять, но на самом деле так не... Было бы очень веселое видео, мы пытались натянуть колеса на... Резину пытались натянуть на диски. Оказалось, что это совсем непросто. И
Мы, по-моему, 2 вечера мы мучились, пытались их натянуть. У нас все болело уже, все пальцы болели, а потом как-то получилось так, что мы каким-то взяли струбцы, но новым способом придуманным. Натянули буквально за 5 минут и даже не успели снять видео. Тоже было очень весело. Я думаю, что может быть даже кому-то пригодится. Но проблема в том, что мы хотели переснять это видео и показать, как мы таки натянули колеса. Но проблема в том, что снять резину с дисков оказалось еще сложнее, потому что когда мы ее накачали, она, видимо, прилипла, прихватилась, и снять резину с дисков оказалось не так просто, как я думал. Поэтому пока посмотрим. Может быть, мы сделаем заново это видео. Может быть, просто покажем, как есть. В общем, дело движется. Карта уже распилена на несколько частей. Значит, это то, что осталось от карты середина. Вот тут есть у нас кресло. Ну, типа кресла, металлическое сиденье. Пока не решили, еще будем ли делать мы металлическое сиденье со спинкой, или просто сделаем какую-то сидушку сверху. Вообще, изначально мы хотели сделать одноместный карт. Но потом мы решили, что Лукас наверняка захочет тоже прокатиться. И так как он один сам, если будет кататься, это было бы не очень хорошо, наверное. То решили сделать все-таки как-то полутораместный, чтобы можно было вместе с ним сесть на этой карте, вместе его покатать. Поэтому с сидушкой пока не решили. Но точно будет не в ширину. То есть 2 места, если будет, они будут не как вот здесь вот рядом, а друг за другом. Что еще? Вот это у нас рулевое, которое мы отпилили от старого карта. Ее нужно, соответственно, она слишком широкая. Наш карт будет, по-моему, 16 или 12 дюймов в ширину рамы. Ну, соответственно, вместе с колесами будет, по-моему, 30 дюймов в ширину. Вот это у нас руль, то, что мы отпилили, тоже пригодится нам. Мы его поставим вертикально, он будет стоять. На этом карте он стоял под наклоном. На Беркрейте мы его поставим вот так, вертикально. Соответственно, вот эту штуку нам надо будет перевернуть как-то и закрепить тоже к раме. Это все пригодится. 2 педали, газ и тормоз. Сняли с карты. Ну, в принципе, все.